Закругляя очередной виток темы с переговорами, давайте сегодня поговорим о том, насколько глупыми в контексте этой войны выглядят любые пляски вокруг рациональных аргументов, любые попытки договориться на условиях общей выгоды. А затем обсудим то, на чем договориться действительно можно. Мы тут снова читаем выкладки уважаемых изданий типа Wall Street Journal, которые снова говорят о том, как российская и американская стороны переговоров готовы упасть в объятия взаимной торговли и заработать все деньги мира. Как исходя из этого предполагается, что сейчас все по бизнесу договорятся и война закончится. Как эти деловые люди готовы заключить деловую сделку? И от этого всего сюжета становится прям странно. Такое ощущение складывается, будто серьезные издания, тем более экономически ориентированные, в очередной раз отрываются от земли и живут в каких-то абстракциях и фантазийных цифрах. Мы об этом уже говорили. Но раз уж это опять все вылезло, то давайте сегодня повторимся. Россия и США не могут соблазнить друг друга деньгами. Немного, странно об этом опять говорить. Но раз уж такие уважаемые издания всерьез об этом пишут, нужно попробуем еще раз объяснить, почему разговоры о совместном освоении Арктики не стоят газетных полос или эфирного времени на них ушедшего. Нужно опять поговорить о том, почему не получится штатам купить у Путина мир. Только перед тем, как начнем, в описании наша инструкция по обходу блокировок. Спонсор VPN Liberty, там 30 дней бесплатно, без привязки карты. Есть во всем этом переговорном процессе легкий налет безумия. Когда понятно, что над публикой издеваются, но не до конца верится, что американская сторона по-прежнему готова обманываться. С самого начала переговорного процесса с участием новой администрации США, та пыталась Путина впечатлить невероятными перспективами взаимной торговли после заключения мирной сделки. В свою очередь, представители Путина, судя по утечкам, активно дают понять, дескать, Путин этими перспективами невероятно соблазнен. Мол, он очень хочет торговать с Америкой, заработать много хрустящих долларов. Наверное, именно из-за этой темы нельзя избавиться от ощущения, что все просто издеваются. Ведь в такое нельзя всерьез поверить. Россия и США никогда не были друг для друга важными торговыми партнерами. В довоенном 2021 году Россия экспортировала в США товары на 27 миллиардов долларов, купила там на 8,5 миллиардов. В российском экспорте на Штаты приходилось 5,5%, в импорте 3%. В российском внешнеторговом обороте 30-триллионная экономика США сравнима с Белоруссией, чей ВВП ниже в 400 раз. Нидерланды в 1,5 раза важнее для российской внешней торговли, чем гигантские Соединенные Штаты. Виной тому не заговор. Виной тому география и структура внешней торговли двух стран. Почти все, что Россия экспортирует Штатам, проще, быстрее и дешевле купить ближе. Нефти, газа, руды, стали, леса, цветных металлов, удобрений, зерна. На американском континенте всего этого завались. В большинстве случаев нет ни малейшего смысла таскать это добро через полмира. Аналогично работает и в другую сторону. Почти все, что производят Штаты, машиностроительную продукцию, например, России проще купить не в Штатах. Вот и получается, что наши экономики не очень-то друг в друге нуждаются. Для России в нормальном состоянии главный рынок с большим отрывом – Европа. Для США – остальная Америка. Канада и Мексика в первую очередь. До изобретения телепортации так оно и будет. При прочих равных решает логистика. Даже если между США и Россией нагрянет самая большая дружба и любовь безо всяких санкций, товарооборот между ними будет десятки миллиардов долларов в год, даже близко не сотни миллиардов. Для России торговля с США будет единичными процентами. Для США торговля с Россией вообще уложится в рамки погрешности. Есть рынки, например, радиоактивных материалов, где без России обойтись сложно, но относительно товарооборота в целом, в деньгах, это просто гроши. Тем временем, с учетом бюджета на 26 год, с учетом расходов на 5-й год войны, прямые расходы на нее уже давно перевалили за $500 миллиона, без учета всех кумулятивных потерь, и растут они дальше. Только по бюджетной росписи на войну предполагается профукать 13 триллионов рублей, почти 170 миллиардов долларов. Это 5 лет торговли со Штатами в довоенном масштабе. Не прибыль, а суммарный оборот за 5 лет. Экспорта и импорта, безо всяких санкций. И он равен прямым бюджетным расходам на войну за 1 год.
Мы 100 раз об этом говорили, но повторим еще. Путин во многих смыслах звезд с неба не хватал. Никогда не блистал в учебе, и в школе, и далее. Но арифметику уж 2 класса он все же знает, сомневаться в этом не нужно. Не надо убеждать Путина, что война невыгодна, он в курсе. Он не бухгалтерскими соображениями движим. Он знает, что с учетом прямых расходов, потерь от санкций, недополученной прибыли от нефти и газа, замороженных в Европе 300 миллиардов, уже потерял сильно больше $1 триллиона. По объему средств, которыми он распоряжается, Путин с большим отрывом самый богатый человек в мире. У Илона Маска типа есть $1 триллион, но это фантазийные цифры рыночной оценки его активов. В реальные деньги эти цифры превращаются плохо. Путин же распоряжается всем консолидированным бюджетом Российской Федерации. От федерального и региональных до муниципальных. Деньги государственных компаний, деньги олигархов – это все его карман. Надо будет тогда и 60 триллионов рублей, то есть $700 миллиардов на вкладах граждан в банках, тоже станут его деньгами. Размахивать перед носом человека, который каждый год без жалости профукивает сотни миллиардов на производство руин, какими-то там десятками миллиардов долларов, которые, может быть, когда-нибудь получится наскрести с разработки Арктики или с редкоземельных металлов, это просто нонсенс. Не надо всерьез относиться к таким разговорам, Путина так уж точно не соблазнить. Понятно, почему российская сторона разговоры эти вовсю поддерживает. Потому что это тот язык, который администрация Трампа понимает, который ей привычен. Им приятно слышать, что Путин хочет вместе зарабатывать, что он движим бизнес-подходом. Но надо понимать, это не так. Никаких бизнес-мотивов и бизнес-договоренностей тут быть не может. Этим разводником американской администрации, кстати, занимается далеко не только Путин. Это стало доброй традицией. Так многие страны, особенно нефтяные монархии, в очереди стоят, чтобы пообещать американскому президенту инвестиции, превышающие их собственный ВВП. Известно, что Трамп ведется на эти разговоры и обещания. Российская сторона тоже поддерживает иллюзии своего визави насчет взаимовыгодного сотрудничества. Теперь давайте поговорим о рациональности в этой войне, какими мотивами она на самом деле движима и почему при Путине, видимо, не закончится, а после него закончится немедленно. Поговорим об этом после небольшого объявления насчет моей книги про Вторую мировую. Недавно вышел первый том моей книги «История Второй мировой войны». Мы с командой сделали его на основе сценариев роликов моего сериала, который 3 года выходил на канале и собрал десятки миллионов просмотров. Книга получилась содержательная, очень красивая и красочная. Такая будет хорошим подарком, ее можно дать ребенку или взрослому, чтобы человек сам разобрался в том, что произошло в те годы. Причем изучил не из-под палки, а с интересом. Издать такую книгу совсем непросто. Это большой труд и большие деньги. Первый том мы делали почти 8 месяцев, и над ним работала большая команда. Редакторы, историки, художники, корректоры, дизайнеры. Всего 21 человек. Но благодаря вашей поддержке первый том все равно вышел. И мы уже начали работу над вторым томом. Вот посмотрите на его первые готовые развороты, которые уже сделали. Второй том охватывает ключевые события 1941-43 годов. От битвы за Москву и блокады Ленинграда до Сталинградской битвы, прорыва на Курской дуге и операции в Африке и Италии. Каждая иллюстрация создается с нуля профессиональными художниками, а затем проходит сложную цепочку согласований с историками. Они проверяют достоверность каждой детали, от формы пуговиц на мундирах до маршрутов на картах. Мы вкладываем в работу, конечно, и доходы от первого тома. Так бы мы и финансировали весь проект, если бы это было обычное время. Но сейчас продажами так много не соберешь. Я не могу свободно продавать книгу в книжных магазинах в России или через площадки вроде Озона. По сути, могу использовать для этого только свой канал. И чтобы продолжить работу над вторым томом, нам нужна ваша поддержка. Вы можете помочь любой суммой. Даже небольшое регулярное пожертвование на Бусти или Патреоне приближает нас к цели и дает возможность спланировать работу команды. За пожертвование от $100 или 4 пожертвования по 25 мы отправим вам книгу из первого тиража. А за $1000 ваше имя появится в списке меценатов в конце второго тома, если вы захотите, конечно. И вы одним из первых получите экземпляр, подписанный мной. Поддержите проект. Ссылка в описании. Выберите удобный для вас способ – Boosty, Patreon, PayPal или криптовалюта. Давайте продолжим вместе делать книгу, которая честно расскажет о войне, чтобы никто и никогда не захотел это повторить. И кто знает, может быть, однажды она станет школьным учебником в России.
Покупайте книгу, продолжим. Представим, что Путин движим какими-то рациональными мотивами. Ну, допустим, он сильно переоценил свои возможности в 22-м, увяз в войне по самые уши, хотя не собирался. Он, как можно было считать, не мог себе позволить закончить войну под давлением. Не мог вылезти из войны, пока подлый Байден его обзывал нехорошими словами. Это выглядело бы как поражение. Предполагалось, что единственный способ остановить войну – вооружить Украину. Валидный аргумент? Притянутый за уши, но допустим. Пусть будет. Исходим из того, что вот эта потеря лица или связанный с ней внутриполитический риск – это вот та причина, которая заставляла Путина убивать людей, тратить деньги, накапливать руины без возможности что-то получить взамен. Проиграл войну, потерял власть. Что-то такое. Аргумент этот хорош тем, что он единственный. Если помните, его тогда очень многие провоенные спикеры повторяли. Дескать, зря залезли, но раз уж залезли, то не можем вылезти побитыми собаками. Аргумент этот стал еще более валидным осенью 22-го, когда война стала разваливаться, когда началась мобилизация, когда любое прекращение боевых действий выглядело бы как поражение. Пришли, получили по щам и отвалили. Очень многим с тех пор казалось, что цель специальной военной операции – закончить ее на условиях, которые будут выглядеть, если уж не прям победой, то туда-сюда нормально. Предполагалось, что война ведется либо ради географического завоевания, либо ради мирного предложения США, Европы или Украины. Ну или просто идет до первого удачного случая, когда можно будет по телевизору сказать: «Ну все, победили, расходимся». И тогда можно будет избавиться от санкций и продолжать получать халявную валюту. Счастливый случай, в общем-то, произошел. Американская администрация под командованием Дональда Трампа для Путина сродни выигрышу в лотерею. Это люди, которым можно крутить на любой вкус, рассказывать им любые истории, навязывать иллюзии и получить от них любое почти мирное соглашение, если оно не из области фантастики. Почему все были так воодушевлены в феврале, когда Трамп принялся активничать в том, чтобы закончить войну? Почему почти никто не сомневался, что Путин с Трампом договорятся? Потому что верили в ту самую рациональность, что для Путина война – это издержка, от которой нужно избавиться с наименьшими потерями. А если получится, то с какими-то приобретениями. Все же не дураки, понимают, что как бы Путин не храбрился, как бы не рассказывал, что для России война – это счастье и сплошная выгода, поверить такому способны только те, кто совсем уж обменял мозг на телевизор без доплаты. Чем выше по начальственной иерархии, тем более очевидно – война требует прорвы денег. Это бездарно растраченные ресурсы без перспективы их когда-нибудь вернуть. Хуже того, война – это постоянные риски. Пока получается латать бюджетные дыры за счет заимствований. А завтра лопнет пузырь на американском фондовом рынке, внезапно окажется, что Nvidia не должна стоить 4 триллиона, и все посыпется как домино. Инвестиции и потребление схлопнутся, российская нефть и за 20 будет никому не нужна. Что тогда делать, въезжая в кризис с долгами и без резервов? Долго армия провоюет без денег? Много ли дронов и ракет можно произвести бесплатно? Видимо, не очень. В любой момент все может начать расползаться. Базовая рациональность говорит, войну надо заканчивать. Во-первых, при той американской администрации, которая готова дать тебе лучшие условия. Во-вторых, до тех пор, пока с тобой вообще кто-то эти условия готов обсуждать. Потому что когда все лопнет, обсуждать уже никто не будет. Со страной, которая утратит возможность воевать из-за разорения, никто договариваться не захочет и не будет. Окончание войны не то, что можно откладывать безболезненно и безо всяких рисков. Мировая экономика не в лучшем состоянии, цепочки производства и торговли под угрозой, ведь все отправились молиться на суверенитет. Когда Америка с Китаем пошли друг друга тарифами душить, это не лучшее время выбрасывать деньги из окна. Почему чиновники, олигархи, почему вся элита верила, что Путин закончит войну в 25-м? Почему Минфин писал прям бюджет, явно рассчитывая, что так и будет? Потому что каждый говорил себе, будь я на месте Путина, я бы войну закончил прямо сейчас. Потому что никто, кроме Трампа, мне лучших условий не предложит. Что там будет через год, 2, 3, да хрен его знает. Все были убеждены, что Путин воспользуется тем, как звезды сложились. Потому что любой на его месте воспользовался бы. Это не самая очевидная мысль, но все утечки, свидетельствовавшие, что российское государство активно готовится к жизни после войны, говорят не только о том, насколько ближайший путинский круг готов был обманываться, не только о большой наивности российского государственного аппарата,
но о том, что абсолютно любой человек, который придет к власти, войну закончит немедленно. Просто кто угодно. Они все хотят, они все готовятся. Российское государство хочет проскочить в любое игольное ушко, лишь бы это дело побыстрее свернуть. Они не видят причин продолжать. Плохая новость в том, что не существует аргументов ни экономических, ни политических, никаких, которые бы побудили Путина войну свернуть. Все аргументы, которые были, исчерпаны. Это личная война Путина, и пока у него есть возможности, ресурсы, он ее будет продолжать. Хорошая же новость в том, что любой его сменщик ровно это и скажет. Это была личная война Путина, спрашивайте спокойненько. Мы тут все годами били копытом, чтобы ее побыстрее закончить. Его нет, мы сразу же свернулись. И любого сменщика в этом поддержат все. И граждане, которые задолбались уже, и элиты, которых так жестко обманули с надеждами. Таким образом, у нас нет никаких причин думать, что Путин войну закончит. Но мы знаем, она закончится после него. Ведь все говорит о том, что партия войны в российской номенклатуре состоит из одного человека. Никого объективно не интересует судьба новых территорий. Любые оккупированные земли можно отдать без проблем. В ближайшие десятки лет на жизни нашего поколения никакой пользы ни для кого они не принесут. Они будут тянуть деньги с любого, кто будет их контролировать. Все это понимают, пусть и не всегда формулируют. Не просто так в публичном обороте, в обороте пропаганды, существует вот эта старая и новая Россия. Даже официальная позиция российского государства подтверждает, что до новой части, до оккупированных территорий никому дела нет. Крым вопрос более тяжелый, но от утраты Мариуполя и Бахмута точно никто не расстроится, это политически безвредно. Это дает большую надежду на будущее. У российской элиты не просто большая потребность закончить войну, но в этом вопросе в любых уступках руки у них совершенно развязаны. До завтра.